Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о том, каково это вырасти в семье с жестокими родителями, и каково это болеть РПП в семье, где у вас жестокие родители. Ну или партнер, например. Так вот, жестокие родители или злые, жестокие родители. Нет, не вот. Я же должна сказать, попросить вас подписываться на мой канал, ставить лайки, желательно прямо сейчас. Видите, я забыла об этом сказать, и вы забудете лайкнуть. Я знаю, как это бывает. Так вот, ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте, репостите. Это все очень важно для меня и для канала, потому что это помогает ему продвинуться. А если он продвинется, значит, будет больше просмотров, и больше людей с расстройством пищевого поведения смогут увидеть эти видео и что-то про себя понять. Так вот, злые, жестокие родители. Вообще надо сказать, что масштаб того, насколько часто в семьях совершается какая-то жестокость по отношению к детям, мне кажется, масштаб этого можно понять только если работать либо психологом, который работает с травмой, да, с детской, либо там, я не знаю, может быть, надо в социальных службах каких-то работать, я не в курсе. Но количество жестокости в семьях просто огромно. Детей бьют, детей оскорбляют, детей унижают. Детей, что касается бьют, их бьют самыми разнообразными способами. Их бьют просто спонтанно под действием момента. Вот потому что мама психанула или папа психанул. Их бьют регулярно. То есть, например, вот за каждую вот такую-то оценку ты получаешь ремня. Их бьют особо изощренно и унизительно, когда говорят: принеси мне скакалку и ложись на диван. И этот ребенок как бы идет вот как на плаху и сам еще и петлю на себе затягивает. А детей бьют родители, детей бьют братья и сестры, детей бьют отчимы и мачехи, детей бьют. А еще, как я сказала, оскорбляют, доводят до слез, унижают, издеваются любыми способами, совершают сексуальное насилие. В общем, Бог знает, что творится в семьях. Бог знает, что. Очень часто. И вырасти в такой семье, в такой, знаете, вот в жестокости. Вообще существует два типа родителей жестоких. Это стабильно жестокие и нестабильно жестокие. Стабильно жестокие родители – это когда вы знаете всегда заранее, что вас будут бить, или на вас будут орать, или вас будут обзывать. Вот вы просто это знаете. Вы знаете, что сейчас мама придет с работы или папа, и это будет. Вот сейчас. Или вот я сейчас сяду учить уроки, и через час кто-нибудь ворвется ко мне в комнату, там мама или папа, и меня начнут бить. Там, давать мне подзатыльники, бить меня лицом об стол, бить меня по щекам тетрадкой, все что угодно. То есть я просто это знаю. Это стабильно. Стабильная жестокость. А бывает еще нестабильная жестокость. Это когда я не знаю. Меня сегодня будут ласкать или меня сегодня будут бить? Я сегодня хорошая девочка или я сегодня ужасная девочка? Я что-то сделала сегодня хорошо или я сделала плохо? И вот когда люди вырастают в таких семьях, вот если это стабильно жестокая семья, то там обычно дети стараются очень рано уйти из дома, ну, если они могут, если они не сломлены абсолютно. Они стараются рано уйти из дома. Существует вероятность, что в какой-то момент они могут дать отпор этому родителю, подраться с ним, например. И они, когда они уходят из дома, они чаще всего начинают избегать близости и избегать отношений, потому что для них отношения равно боль и насилие. Они начинают их избегать. Либо наоборот, другая противоположность. То есть либо я не вступаю в отношения вообще, потому что я не хочу переживать это снова, а другого варианта я не знаю. Либо наоборот, они находят себе отношения, в которых повторяется ровно то же самое, но они как бы ничего другого себе и не представляли. Любовь равно насилие.
Это вот все те семьи, где детей бьют, они все эти жестокие семьи такие, где детей бьют для их же блага. Ну, чтобы человеком вырос, чтобы на панель не пошла, чтобы там по рукам и по доле не принесла, чтобы в тюрьму не сел и так далее. А что касается детей, выросших в нестабильно жестоких семьях, они привыкают считывать выражение лица. Они привыкают по глазам, они учатся этому, все время мониторить настроение, чтобы понять, меня сегодня будут бить или нет. И они все время такие очень-очень настороженные и очень-очень внимательно следят, как к ним сегодня относятся. Они в отношениях это воспроизводят, они вступают в отношения, им нужна любовь. Они знают, что их могут любить теоретически, но они тоже все время следят. А как там мой партнер? Он сегодня меня любит, он мной доволен, я сегодня молодец, я сегодня хорошая девочка, я все сделала правильно. То есть это вот такие отношения. Но это что касается вообще. А что если в такой семье заболеть РПП? Вот у вас такие родители, и вы заболеваете РПП. Как здесь может проявляться жестокость? Причем жестокость может проявляться и в тех семьях, где не бьют, в хороших семьях, но это все равно будет жестокость. Например, что? Существует 3 типа жестокости по отношению к людям с РПП, особенно к подросткам или к детям с РПП. Во-первых, игнорирование. Это когда ребенок худеет, он сбрасывает 15 килограммов, 20 килограммов, и никто в семье этого не замечает. Не замечает. Вот просто. То есть у них уже скелетик ходит по квартире, а они не видят. И потом, когда этот скелетик вдруг падает, и это не преувеличение. Вот ребенок вдруг упал, они его берут, везут его в больнице его раздевают, и врачи говорят: родители, вы вообще в себе? Вы что? А там уже косточки лежат сплошные. А ребенок упал, потому что он уже все. Вот такой есть вариант жестокости. И это жестокость. Это очень жестокое игнорирование. Это когда вам вообще все равно, что происходит с ребенком. Вот такие игнорирующие родители, у них анорексия там обычно не первое, что родители игнорируют. Они, например, игнорируют проблемы в школе, например, буллинг. Они игнорируют то, что, например, старший ребенок бьет младшего ребенка. Они игнорируют, например, что ребенка во дворе как-то обижают или бьют, или дразнят. Они игнорируют, что у ребенка депрессия. Они игнорируют, что у ребенка ОКР или тревожность, что ребенок плачет. И потом уже, когда ребенок заболевает анорексией, они уже не могут это игнорировать. Некоторые игнорируют до упора. Игнорирование. Второй тип жестокости – это оставление без помощи. Тоже бывает намного чаще, чем вы можете себе представить. Это когда родители уже знают, что у ребенка РПП. Они уже знают. Но они убеждают этого ребенка, что ничего страшного. Ты перерастешь, ты поймешь. Ты и вообще, в конце концов, сама разбирайся с этим. Как-то вот возьми себя в руки и сама разбирайся. Они не отводят детей к психологам. Если детей этих госпитализируют, то их госпитализируют в какую-нибудь гастроэнтерологию, чтобы никто не подумал, что у них ребенок психически не очень здоров. Если этого ребенка госпитализируют в ПНД из этой же гастроэнтерологии, например, это тщательно скрывается, потому что стыдно, позорно, кто-нибудь узнает. И этот ребенок болтается без помощи, а при этом все как бы знают о том, что у него РПП, но это только раздражает. Вот только раздражает. А ты что, не можешь есть нормально? Вообще вот придумал себе какую-то ерунду, всех бесишь, всех достал уже вот этим всем. Вообще сколько можно еду переводить, вот в унитаз спускать? Родители не для этого ее зарабатывают, вот деньги, чтобы это все покупать. Ты вообще как бы, что ты на зло это делаешь? Ты на зло это делаешь? Ты специально это делаешь? Или вот это вот
Не ешь, ну и не ешь, нам больше достанется. Все, не хочешь, иди в баню, все, не сиди за столом вообще, уходи с глаз. Не хочешь есть, давай, шуруй отсюда. Или, например, когда ребенок переедает, ему говорят, да куда ты жрешь все это? Ты вообще на всех было наварено, ты что творишь-то? Ты вообще других подумал? Что ты все лопаешь, как не в себя? Ну сколько же можно? Посмотри на себя, уже скоро в дверь не влезешь. Вот это жестокость. Другой тип жестокости – это когда ребенок болеет, и это очень злит. И вот здесь уже подключаются и партнеры тоже, мужья и жены, когда это злит. Вот болеет и не выздоравливает. Вот сколько можно уже, как же ты задолбал, как же ты замучил, когда это уже прекратится. Посмотри, до чего ты свою семью довел. Да посмотри, мама посидела, да у папы сейчас инфаркт будет. Да посмотри на своих братьев и сестер бедненьких, они никакого внимания не получают, потому что тобой надо заниматься. Да сколько же денег мы на тебя потратили, да сколько же мы будем с тобой возиться, да как же ты замучил, вот сидеть тебя кормить еще, или караулить тебя, чтобы ты там не блевал потом, отбирать у тебя эту еду, да как же ты всех замучил. И четвертый, наверное, худший тип злости, это когда ребенка кормят насильно или бьют за то, что он не ест и рвет, например, или за то, что он ест. Это когда ребенка за это бьют. Поймали за рвотой, избили. Не ест, значит, один родитель держит, а второй запихивает еду. Поймали за тем, что еду ворует из холодильника, избили. Или накормили насильно, заперли холодильник на замок. Вот это, наверное, самая такая квинтэссенция жестокости, хотя тут, в принципе, все одинаково плохо и не знаю, что хуже. И многие люди с анорексией, как это не дико прозвучит, проходили через этот этап, когда их родители кормили насильно. И это, конечно, насилие чистой воды, так же, как и избиение. Или когда орут на ребенка страшно. Ешь, ешь, жри, сейчас получишь. Вот это все. Вот. К чему это приводит? Приводит это всегда к одному. Это затягивает в РПП еще глубже. Потому что РПП – это про нелюбовь и про нежелание жить. И когда вы оказываетесь в такой обстановке, вот чего-чего, а любви к себе и желания жить становится только меньше. Естественно. То есть в таких семьях у детей с РПП, у подростков с РПП, у молодых людей с РПП формируется намного более плохое, затяжное, хроническое РПП. Так невозможно помочь своему ребенку выздороветь. Невозможно. Так можно только помочь ему заболеть еще сильнее, провалиться еще глубже. Просто в какую-то черную дыру. А что, если это так? Вот это так. Вот у вас в семье это так. Если это было так в вашей семье, то что делать? Назвать зло злом. Назвать злодея злодеем. Понимать, что вы стали жертвой насилия и относиться к этому соответствующе. И не надо рассказывать вот это. Бедные родители, они просто не знали, они сами были травмированы, им никто не рассказал, как надо. Я вас умоляю. Вот я вас умоляю. Если они были 10 тысяч раз травмированы, чтобы бить ребенка, нужна жестокость. Нужно либо, чтобы вам было все равно, что ему больно, либо чтобы вы получали удовольствие от того, что ему больно. Есть такое понятие у психологов – сонастроенность. Сонастроенность – это когда мама понимает, что нужно ребенку. Он голодный или он мокрый. И вот у сонастроенных матерей вырастают самые психически здоровые дети. Потому что когда он голодный, его кормят, а когда он мокрый, ему меняют подгузник. Есть родители, которые абсолютно не сонастроены. Они кормят ребенка, когда он хочет спать,
и укладывают его спать, когда он хочет есть, например, да, уже не понимают. И это, конечно, про отсутствие эмпатии. И вот жестокие родители – это родители, у которых отсутствует эмпатия. Им не жалко. Им не жалко. Ребенку больно, ребенок плачет, ребенок рыдает, у него там, не знаю, синяки, еще что-то. А им нормально с этим. Они только злятся. Он только раздражает их своими воплями, своим нытьем и вообще сам довел. Вот не доводи больше. А второй вариант – это когда родители получают удовольствие от этого. И такое бывает. Садисты бывают и среди родителей. То есть если человек садист, вот он мучил животных, а потом он вполне может родить ребенка. То есть нет же таких каких-то специальных как бы разрешений на рождение детей, только если вы не садисты. И он может родить ребенка. И когда у него во власти вот это маленькое существо, он вполне может на этом маленьком ребенке отыгрывать свои садистические наклонности. Тогда это уже причинение зла ради удовольствия. Но вот это вот рассказы про то, что мама просто не знала, как со мной обращаться, это вот туда. Про отсутствие эмпатии или про жестокость, которая вот просто есть в человеке. Вот она просто есть в человеке. Кто угодно может психануть и сорваться. И хороший родитель может психануть и сорваться. Но хороший родитель потом поймет, что он натворил. Он будет каяться, он будет извиняться, он будет плакать, он будет винить себя, он постарается больше так не делать. А вот такой родитель, о котором я говорю, будет делать это в норме. И никакого раскаяния. И не надо их оправдывать. То есть что делать? Назвать злодея злодеем. И относиться к себе как к жертве насилия, а к такому родителю как к насильнику, соответствующей проработкой насилия. А второе, если вы если вы все еще находитесь в этой системе, если вы молодой человек и вы живете с такими родителями, вы не можете уйти от них. Вы вынуждены оставаться. Что делать? Найти поддержку. Не дома. Нужно найти поддержку у своего психолога, если у вас есть психолог. Нужно найти поддержку у кого-то из своих учителей, которым вы доверяете. Пойти в 12-шаговую программу, если у вас есть возможность, и найти поддержку там, найти куратора, который будет вас поддерживать, какого-то друга или подругу, или родителей друга или подруги, которые будут для вас тем стабильным, принимающим человеком, который даст вам опору и поможет вам пережить это насилие, не сломаться. А если сломаться, то не вдребезги, а как-то более-менее его пережить. И в тот момент, когда вы достигнете возраста, когда будет можно уходить, уходить. Просто уходить. Вот такая непростая тема. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них в описании, как обычно. И помните, что через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!